Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео будем шить шелковую наволочку. В продаже в магазинах шелковые наволочки не настолько распространены, как хотелось бы. Мне здесь не удавалось ее найти в магазинах, так что я решила заказать с Алиэкспресс. В итоге я получила товар из стопроцентного полиэстера. Отдала $20 за эту синтетическую подделку. Покупать больше не стану, сама сошью. Приступим. Моя наволочка в готовом виде будет равна 62 см в длину и 50 см в ширину. Это приближенный к стандарту размер, но все же нетипичный. При построении выкройки всегда ориентируйтесь на то, какого размера будет ваша наволочка в готовом виде, чтобы определить, какого размера выкраивать детали. Итак, отталкиваясь от своих показателей. Длина 62, ширина 50. Мы добавляем припуски по 1,5 см с 3 сторон. С 4 стороны 2 см. Чтобы определить размер второй детали, мы сначала к длине добавляем 15-20 см, я возьму 18, и затем к получившемуся прямоугольнику также добавляем 1,5 см с 3 сторон и 2 см с 4 стороны. Выкроила две детали, одна покороче, вторая подлиннее. Пошив шелковой наволочки как раз тот случай, когда можно отойти от правил и долевую направить таким образом, как нам хочется. Моя долевая сейчас расположена по горизонтали. Я хотела, чтобы эти линии на наволочке располагались вертикально. Шить будем без оверлока. Будем использовать бельевой шов. Теперь на каждой детали, с той стороны, где мы оставляли припуск 2 см, нам нужно дважды подвернуть край по сантиметру и проложить строчку на миллиметр от сгиба. Можно сколоть, можно сметать, а можно провести вспомогательные линии. Также дополнительно можно сразу заутюжить. Для себя я проведу вспомогательные линии. С боковой стороны на большой детали и с боковой стороны на более маленькой детали. Заворачиваем припуск мы на изнаночную сторону, разумеется. Шелк – капризная ткань, так что вам будет удобно, если есть какая-то ровная линия в качестве ориентира, чтобы укладывать край ткани. Параметры на машинке для тонкого шелка следующие. Игла 70, натяжение нити 3,5, прижим лапки 5, длина стежка 2,5. Можно поставить 2 или 3. Шелк скользкий, поэтому даже на таком небольшом отрезе ткани при прокладывании строчки могут возникнуть волны, если припуск хоть слегка сдвинется. И если проложить строчку, сразу завернув край дважды, не получается, есть хороший лайфхак. Видео об этом можете посмотреть на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Проложили строчку на одной детали и на второй. Проутюживаем и затем приступаем к следующему этапу. А теперь эти две детали нам нужно уложить изнанка к изнанке и уравнять боковые края с боковой стороны, где мы только что обработали припуск. Таким образом, чтобы вот эти дополнительные 18 сантиметров на одной детали оказались внутри. Скалываем с 3 сторон. Верхняя, нижняя и одна боковая. Скололи. Мы оставляли по 3 сторонам припуск 1,5 см. Это значит, что мы сейчас можем прошить на 0,7, обрезать лишнее до 4-5 мм, вывернуть и прошить с обратной стороны также на 0,7. Либо сейчас мы можем прошить на 1 см, затем обрезать припуск до 3 мм, вывернуть и прошить с обратной стороны на 5 мм. Оба варианта правильные. Делайте, как вам предпочтительно. Теперь идем на машинку. Я буду прокладывать строчку на ширину лапки, то есть на 0,7. Проложила строчку. Теперь вот эти припуски. В моем случае нужно укоротить до 4-5 мм. Если вы прошивали на сантиметр, укорачивайте до 3 мм, 2-3 мм.
Это нужно для того, чтобы эти припуски не проступали на лицевую сторону после того, как мы проложим строчку с изнаночной стороны. Но перед обрезанием припусков нам нужно их разутюжить. Идем на утюг. Эти припуски можно разутюжить на тонкой деревянной колодке. Если такой нет, можно воспользоваться таким выходом из ситуации. Взять подушку, уложить припуски на край подушки и пройтись утюгом. Но для такого метода понадобится помощник. Обрезаем. Укоротили припуски. Также не забываем высекать уголки. Выворачиваем. Уголки достаем иголкой, ни в коем случае не распарывателем. Сейчас будем прокладывать завершающую строчку по 3 сторонам. И здесь видим, для чего мы разутюживали припуски. Чтобы мы могли проложить строчку и у нас не образовывался перекант ни на одну, ни на вторую сторону. Эта соединительная строчка находится четко по центру. Для удобства зафиксирую 3 стороны булавками. Проложила финальную строчку по 3 сторонам подушки, выгладила, выворачиваю. Наволочка готова. Уголки у меня выглядят неплохо, но не идеально остро, так как высечь припуски я себе позволить не могу. Если вы хотите, чтобы вот эти припуски были у вас с лицевой стороны, порядок действий пошива подушки абсолютно такой же. Единственное, что нужно поменять местами, это сначала проложить строчку по 3 сторонам по изнаночной стороне, а затем по лицевой. Я же хотела, чтобы мои припуски остались внутри. Моя наволочка готова. Пусть такая шелковая наволочка подарит здоровье вашей коже и волосам. Также придаст здоровый шелковистый вид кудрявым волосам, как в будущем мне, надеюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк, также буду рада вашей обратной связи. Шейте с удовольствием и будьте стильными. Как проверить натуральность шелка? Возьмите маленький отрез ткани и подожгите его. Натуральный шелк сразу будет плавиться и очень пахнуть жжеными волосами. Ненатуральный шелк будет заворачиваться.